Добрый вечер всем собравшимся, присоединившимся в онлайне. Сегодня речь пойдет, по крайней мере, с моей стороны, о такой штуке, как Trace Parser. У нас это называлось Code Profiler, но Code Profiler немного устаревшая вещь, поэтому изначально я буду говорить о Trace Parser, но потом посмотрим, как пойдет. Trace Parser – вещь, которая создана для отслеживания процессов, которые происходят в системе. То есть часто у разработчика возникает вопрос с производительностью. Когда мы используем какие-то тяжелые query или какие-то тяжелые операции происходят, нам нужно отследить место, где это все происходит, и конечно же, устранить, как-то оптимизировать этот процесс. И для Axapta у нас создали специальный инструмент, довольно удобный, я считаю, Trace Parser. Давайте начнем с самого начала. Самое главное – это как его поставить. В Axapta все происходит, вся установка происходит одним способом. Это с partner source или из другого источника необходимо скачать установщик, диск, в котором находятся все компоненты и через который необходимо эти все компоненты ставить. Итак, вот вы видите, это стандартное меню изначальное. После нажатия установки мы можем выбрать или установку, или удаление компонентов. И в установке компонентов необходимо выбрать Trace Parser. Trace Parser сам по себе не ставится. Для того, чтобы его поставить, необходимо перед этим поставить .NET Business Connector, так как с помощью него он присоединяется к Axapta и можно отследить по коду. То есть в Trace Parser можно видеть код, в каких местах, где что возникает. В принципе, все. Есть только один нюанс. При установке самого Trace Parser особых проблем не возникает. Единственное, что я встретил, когда устанавливал в свое время Axapta, это при установке .NET Business Connector нам необходимо указать аккаунт, с помощью которого будет система подсоединяться к AOS, к нашему серверу. И почему-то при введении этого аккаунта он просто пишет, что установщику не получилось подключиться к серверу. В данном случае, что я сделал, это в Axapta есть такая настройка в модуле System Administration. Есть у нас в вкладке Setup System есть System Service Accounts. Мне пришлось вручную сюда вписать, но это понятно уже с установленной Axapta. Перед этим я ее ставил. Мне пришлось вручную сюда ввести свой аккаунт админа, и тогда все успешно приконнектилось, и бизнес-коннекторы, и, соответственно, Trace Parser поставились. Так. Тогда, в принципе, с установкой закончим, там ничего особого. Единственное, еще одна вещь, то, что когда в первый раз заходишь в Trace Parser, открываешь Trace Parser, необходимо зарегистрировать базу данных, с которой Trace Parser будет работать. То есть, это как и в самой Axapta, не обязательно, чтобы SQL сервер был на той же машине, на которой и стоит и аксаптовский сервер. И базу необходимо выбрать новую, то есть не использовать уже когда-то созданную. Trace Parser сам должен ее создать. Итак, давайте перейдем к самому, рассмотрим немного интерфейс, а потом пойдем по примеру. В принципе, интерфейс создан очень просто. После того, как база была уже зарегистрирована, откроется вот это Select Trace меню. Оно изначально будет пустое, потому что ни одного трейса не импортировано.
И после добавления здесь будут строки, они все данные записаны в базе, которую мы подключили. И на любой из них можно открыть и посмотреть, что там внутри. Ну, перед этим давайте, наверное, еще пройдем сам этап записи этого трейса, потому что изначально будет поля пустые, и для того, чтобы хоть что-то открыть, нам необходимо что-то записать. Итак, в Axapti это также делается довольно все просто. Мы переходим в сфере разработки в MoreFX, мы открываем вкладку Tools и Trace Cockpit. Здесь все, что мы делаем, это нажимаем Start Trace, вводим какое-нибудь имя. И перед этим нужно отменить. Здесь есть определенные настройки в Tracing Cockpit, например, максимальный размер файла, который будет генерироваться, потому что эта настройка необходима для того, что зачастую мы используем это для того, чтобы отследить очень тяжелые процессы. И часто этот файл превышает, если не ограничить его, он может составлять десятки гигабайт, и неизвестно, хватит ли нам места, и если нам его не хватит, неизвестно, как себя поведет система, поэтому изначально нужно ориентироваться, знать, сколько у вас есть места и насколько вы хотите ограничить файл, потому что зачастую хватает и 1 гигабайта, мы когда отслеживаем какой-то процесс, он часто вызывает одну и ту же функцию тяжелую, и для того, чтобы посмотреть, что именно вызвало проблему, нам достаточно будет посмотреть на нее один раз. Поэтому не всегда нам нужно все записывать. И перезаписывает это место, или он... Что? Он останавливается, когда файл заканчивается, или он перезаписывает по кругу? Когда файл заканчивается? Когда место заканчивается, он просто обрезает. Или останавливается? Ну да. Сам процесс не останавливается. Просто он, когда его записывает, там обрезанная часть получается. Вот. И я дальше покажу сам интерфейс, как выглядит callstack. И там просто вот идут процессы, и он определенно просто обрезает все это дело и заканчивает. Ну, а процесс сам записи трейса он не останавливается. То есть до победного конца. Здесь, в этом табе мы можем выбрать ивенты, которые нас интересуют. И, в принципе, все. Еще советы, которые я видел в интернете, это то, что есть такое определение, как холодная система. То есть особенно она холодная сразу после перезапуска сервера нашего. Когда мы запускаем в первый раз после рестарта, очень многие процессы вначале пишутся в кэш, и впоследствии все выполняется гораздо быстрее, чем в самом начале. Поэтому советуется изначально несколько раз, чтобы увидеть более точные данные по времени, по тому, как исполняется по тому, как исполняются операции, желательно прогнать их несколько раз перед тем, как начинать записывать трейс. А маркеры это что? Маркеры. К сожалению, никогда не пользовался. Упустил часть из подготовки.
Давайте запишем тестовый трейс. Далее мы запускаем процессы, которые нас интересуют. Пока не важно, что за процесс. Я изначально хочу показать как происходит запись, как происходит импортирование. И все, записали то, что нас интересует. И теперь мы видим, файл создан. Далее мы идем. Давайте переоткроем, чтобы увидеть главное меню. Здесь у нас есть кнопка Import Trace, есть она и в файлах. Мы импортируем Trace, что происходит не особо быстро. Сколько сейчас это конкретно файл занимает? А? Один файл. Да. На таких мелких. Вот в конце я, скорее всего, покажу пример, который у нас возник по задаче на проекте. Там у меня вроде оно не сильно долго исполнялось, но обновление одной записи в Perchline обошлось больше, чем гигабайт, поэтому там обошлось одной записи меньше, чем гигабайт, но там несколько записей, это больше 1 гигабайта, и поэтому уже несколько записей обрезал. Поэтому так. Ну вот это первое, что мы видим. Первое, что мы видим, когда мы открываем записанный trace, это overview. Здесь ничего не надо выбирать. Еще одна вещь, которую я забыл упомянуть. Перед тем, как записывать trace в Axapta, желательно, чтобы никто из пользователей не находился в системе. Потому что все, что происходит в Axapta, пишется в trace, и иногда бывает тяжело отследить, где какой процесс, и оно, естественно, занимает больше места из-за того, что еще какие-то процессы проходят, поэтому лучше находиться одному в системе. На продакшене вообще, по идее, строго запрещено, потому что и отследить ничего не получится. Итак, вот в этом overview мы видим самые тяжелые. И здесь делятся процессы на inclusive и exclusive duration. Inclusive — это процесс включает в себя все внутренние процессы. То есть, если какая-то одна функция вызывает десяток других тяжелых, то inclusive — это время исполнения всех этих 10 тяжелых, включенное в этот один, который их вызывает. Exclusive — это вот эти 10 тяжелые сами по себе имеют какой-то duration. И вот каждый из них — это exclusive duration, если они больше ничего не вызывают. И SQL query. Здесь на этой вкладке 5 самых тяжелых по всему процессу. Дальше в сессии мы можем выбрать здесь два варианта. Те, которые запускаются на серверной части, и те, которые на клиентской процессы. Вот у нас мой логин, мой айдишник Luam. Мы можем посмотреть вот эти. На клиентской части мы можем просмотреть, так как есть еще одна вкладка SQL запросы, но, понятное дело, будет только на сервере. В Call3 мы можем просмотреть абсолютно все, что вызывалось. Оно отсортировано по времени, когда было вызвано. Вот красным сейчас подсвечивается, здесь можно выбрать, по какой логике подсвечиваются записи. Как я уже рассказывал, два типа.
типа времени, который занимает процесс, inclusive, exclusive. По ним можно просматривать, сколько что занимает. RPC calls, это обращение к файлам, еще к чему-то, которое происходит через сам ООС. И методы, которые обращаются к базе. Более детально уже на примерах. И вкладка X++ RPC. Здесь мы можем, помимо всех данных, которые видны для определенной строки, мы можем также просмотреть код, каждый из них. Ну и, соответственно, отфильтровать по имени. Фильтрация такая же, как в Exapto. Ну и посмотрим сервер. Здесь то, что у нас добавилось. Это мы по database column. Вот у нас здесь точно такой же интерфейс. В этом мы видим наш серверный метод, который вызывал. В этом случае он там инсертил записи в базу. И новая вкладка обращение к базе. Здесь мы можем просмотреть, какие запросы сколько занимали, какое количество раз был вызван данный запрос и код самого запроса. Одно еще сразу хочу показать. Вот в данном случае вот эти знаки вопросов мы не можем видеть напрямую, какие данные были переданы или по каким параметрам искали записи в базе. Для этого есть у нас такая вещь, как force literals. Она немного замедляет. Есть еще один, уже не помню ключевое слово, тоже что-то подобное, которое еще больше замедляет процесс поиска. Но force literals в данном случае мы сможем увидеть те параметры, которые были переданы. Вот я уже записал данный процесс. Много трейсов я уже записал, потому что зачастую они забирают много времени, чтобы не терять наше время. Часть процессов я уже записал. Давайте посмотрим на... Простой запрос поиска шел с джойнами. К invent table я присоединял invent trans inner join и искал присоединял по journal ID. Вот мы теперь можем увидеть, что искала по такому партишену, по такому data area ID. То есть иногда нам необходимо видеть параметры, по которым происходит поиск, чтобы понимать, как их можно оптимизировать. Поэтому иногда стоит использовать force literals, чтобы лучше анализировать данный запрос и впоследствии его оптимизировать. Далее давайте посмотрим некоторые процессы, как за ними следить. Вот у нас есть, я создал класс, в котором я имитировал тяжелый процесс на клиенте. Функция 10 тысяч, 100 тысяч раз вызывает
определенные, ну, часто при подсчетах такой ситуации возникнуть фактически не может, но зачастую они например, та же рекурсия, если нам нужно использовать, обычно это очень тяжелые операции, поэтому и часто нам нужно отследить, на каком этапе происходит самый тяжелый процесс, чтобы была возможность с ним что-то сделать. Example. Вот сразу мы можем видеть Inclusive Operations, топ-5, которая вызывает. Перейдем. На сервере у нас фактически никаких процессов не происходит. Все, что происходит, это у нас на клиенте. Удобнее всего в данном случае расцветку делать по inclusive, потому что мы можем найти, кто родитель, и проследить, что происходит. Вот сколько у нас процессов, и красным подсвечивается у нас самый тяжелый, и это наш. Вот. Это мы просматривать не будем, вот он 100 тысяч раз вызывает определенный метод. Сами по себе они очень легкие, но в общем получается очень тяжелый процесс. С ним нужно что-то сделать. Ну, я уже об этом позаботился. Здесь мы делаем то, что делать не стоит, вызываем метод неимоверно большое количество раз. Вызов самого метода занимает ресурсы, и поэтому это желательно как-то реструктурировать. Здесь я сделал то же самое. Давайте запустим, посмотрим на результат. Вот так вот оно не быстро отрабатывает, и результат там какое-то число заканчивается на 2074, на 2704. Подготовил я также оптимизированную вещь. Здесь run вызывает только один calc field, и при этом здесь уже внутри этого метода выполняется данная операция. И результат у нас точно такой же, но уже можно было заметить, что операция прошла гораздо быстрее. Для наглядности можем открыть новое окно. Выбрать оптимизированную. Ну и уже по вкладке Overview можно видеть, что здесь наши процессы даже не на первых местах. То есть если там они занимали неимоверное количество времени, то после оптимизации на это все гораздо приятнее смотреть. Вот она уже даже не особо красная. Расцветка, как видите, идет от самого красного до такого слегка розового, и легко отличить тяжелые процессы. Если считать, что здесь процесс занимает 2400, то здесь процесс этот же с тем же результатом занимает 350. Вроде особо ничего и не сделали, но оставили результат тем же.
но при этом смогли отследить, где проблемная часть, и избавиться от нее. Теперь давайте посмотрим на серверные процессы. В серверных процессах зачастую самое тяжелое – это обращение к базам данных. И здесь существует даже отдельная вкладка для того, чтобы отслеживать эти процессы. Сейчас посмотрим. Создал я такой метод, который инсертит большое количество записей в таблицу, в специально подготовленную таблицу, где нет ничего сложного, 2 поля, description, item number, и отрабатывает это все довольно долго. Это при том, что относительно небольшое количество записей пытаемся вставить. Откроем теперь этот процесс здесь. И перейдем на серверную часть. Вот у нас самый большой процесс. И можем сразу посмотреть, что из чего много занимает. Так как здесь delete from я написал правильно, он вызывается всего один раз и выполняется довольно быстро для тех же 3000 записей. Ну, insert написан совсем не оптимально, вызывается 3000 раз, и общее количество времени выполнения, видим, не совсем адекватное. Давайте тогда перейдем, наверное, одной из самых интересных вещей в трейс-парсере – сравнению. Здесь есть функция сравнения. Давайте сейчас попробуем оптимизировать этот процесс. Для большого количества вставок зачастую используется, ну, по крайней мере, я использую record insert list. Мы данным образом можем сократить количество обращений к базе тем, что с помощью этого инструмента вся вставка происходит один раз. Мы записываем в лист набор данных, и после того, как мы все данные записали, мы вставляем одной операцией все это в базу. TTS begin, TTS commit, наверное, можем убрать, потому что у данного метода есть свои вещи, которые выполняются внутри. Давайте проверим, что все отрабатывает, и все прошло намного быстрее. А теперь давайте запишем это. И назовем также только optimized. Есть.
Осталось только заимпортировать и готово. Вот этот инструмент, он довольно удобный в случае, вот, если нам именно нужно оптимизировать одну какую-то вещь. Он сравнивает по названиям методов и смотрит, что и где изменилось. В данном случае и выбор здесь огромный. Что с ним можно делать? Стресс, и у нас Optimize SQL. Смотрим, они ребята, нет. Вот эти наши. Единственное, что недостаток, не подписана клиентская часть или серверная. По идее, при сравнении, вот сейчас минимальная разница, потому что в принципе мы вызывали одни и те же методы и одни и те же функции. И вот, теперь посмотрим сравним производительность. Здесь мы можем видеть вот наша табличка, и вот мы видим, сколько времени где прошло. Здесь мы видим в варианте А, в тяжелом процессе, это, наверное, точка-разделитель, которая разделяет. Ну, в общем, в time difference мы видим, насколько процесс стал быстрее. Здесь также можно отслеживать, насколько процесс замедлился, количество вызовов баз. Очень удобный инструмент. И две вкладки присутствуют. Если мы хотим отслеживать процессы, которые произошли в коде. Давайте посмотрим. Вот. Из новых функций, которые были вызваны, это record insert list add, которая выполнилась 33 тысячи раз. Вместо того, чтобы обращаться каждый раз к базе, 3000 раз вызвала add, и потом одним все это балком запихнула в базу. И таким образом мы смогли сэкономить в 2 раза как минимум. Увеличилось. Наверное, даже сомневаюсь, что маленькие цифры какие-то. Наверняка там проходили еще какие-то процессы, и поэтому тысяча миллисекунд, а там было около 3. Вот на таких простых вещах мы можем отследить проблемные места и избавиться от них. И compare помогает нам легко просмотреть, насколько улучшилась производительность. Поэтому весьма удобная вещь. Еще что я хотел рассказать, это взаимоотношения между сервером и клиентом. Зачастую в реальных ситуациях происходят скачки оттуда туда. Какие-то операции происходят на клиенте, какие-то вычисления происходят на сервере, обращение к базам. И в Trace Parser создано все довольно комфортно для того, чтобы отследить путь, потому что здесь 2 вкладки, одна на сервере, другая процессы, которые происходят на клиенте, и
На самом деле, если бы эти были две вкладки, они не связаны между собой, и проследить call tree можно только вот этой части, а клацать туда-сюда весьма некомфортно. Здесь для этого я подготовил определенный метод. Он сделает 3 операции. Вначале он на клиенте подсчитывает какие-то данные, осуществляется какая-то калькуляция, потом эти данные передаются в серверный метод. По этим данным происходят какие-то операции с базами, в данном случае вставка все та же. И после этого, предположим, что это чисто муляж, но в реальных ситуациях эти данные могут использоваться для определенных вещей. В данном случае я вызываю форму, что является одним из самых довольно тяжелым процессом, на удивление. И давайте посмотрим, откроем этот. Давайте сначала посмотрим, насколько оно быстро все выполняется. Довольно медленное исполнение. Вот он нам сообщил, что все процессы завершены. А теперь откроем этот уже подготовленный трейс. Server movement. Но для удобства мы его откроем не в одном окне, а сразу в 2. И в одном окне мы откроем серверную часть, а в другом клиентскую. И откроем call tree. Так как начинается у нас на клиенте операция у нас начинается, начнем с этого. Вот сервер eval-func это свидетельствует о том, что мы переходим на серверную часть. И предположим, чтобы долго не искать, у нас здесь сейчас процесс маленький, но если трейд если файл этот занимает гигабайт, то там могут быть 1000 подобных функций. И чтобы не искать, мы здесь нажимаем Ctrl-C на серверной функции, а здесь нажимаем Ctrl-V. И вот он нам быстро перешел все те же данные. И таким образом можно проследить вот этот переход между сервером и клиентом. Вызывает он у нас много раз метод. И вот доходим до точки, когда вызывается новая клиентская функция. Там Ctrl-C, здесь Ctrl-V. И вот мы уже на этой же функции стали в этой вкладке. Таким образом можно легко проследить вот эти перемещения, и когда их происходит много, могло бы быть довольно некомфортно это все отслеживать, но продумали такие вещи в этой части. Так. Ну, в принципе, самое интересное прошли. Пока есть, может, какого-то вопроса? Как ты узнал про этот Ctrl-C, Ctrl-V? Google великая вещь. Неочевидная штука. Да. А что, они не могли сделать по правой кнопке, что ли там? Эдит, открой пункт меню, там это есть в этих?
Наверное, на кол 3. Ну, здесь есть копия. Все тоже. Для того, чтобы она сработала, какую нужно кнопку нажать? А? Для того, чтобы она сработала, какую кнопку нажать? Ну, Ctrl-C, Ctrl-V. Не очевидно. Да. Ну, Я хочу сказать, что вот этой штукой пользовались на реальных вещах, оптимизировали. По сравнению с тем, что было, это небо и земля. Потому что я представляю, запустить трейспарсер, не трейспарсер, а как называется? код профайлер. Код профайлер. Это просто смерти подобно. А эта штука работает достаточно быстро и позволяет, допустим, если нужно особенно какие-то вещи быстро просмотреть, допустим, найти очень сложное место, да, то очень здорово ей пользоваться. Другое дело, что... Да нет, просто Прогонять код профайлер как записывать не будем, потому что там действительно даже легкие процессы занимают несколько минут. Код профайлера в свое время была такая штука, что можно было написать оператор, который назывался start trace, и оператор, который назывался stop trace. И именно этот кусочек записывался в профайле. И сегодня задавали вопрос по поводу маркеров, я так полагаю, что это очень похожая тема должна быть. Что если включает в себя, встречает вот этот маркер, начинает запись именно конкретного кусочка, потому что реально иногда очень много чего не нужно, допустим, и чтобы именно какой-то конкретный маленький кусочек по производительности, да, вот эта штука. Ну, непонятно, не активно, но запускается при. Уже было запустилось. Вот. Может, это типа сессии внутри? Похоже на то. Да, ну, наверное, отделяет вот этот кусочек записанный. Это немного другое, чем то, что было до этого. Ну, непонятно, потому что у нас все-таки есть много процессов, много пользователей. Ну, если не один, конечно, если не полностью всех выгнать с системы. Нет, здесь другое. Даже если много процессов и пользователей, то, что ты можешь по процессам, очень, грубо говоря, по процессам фильтровать именно нужные тебе результаты, это уже много. Потому что код профайлер стандартный этого не давал. Там действительно нужно было ждать, пока все выйдут, особенно если что-то где-то тестируется. А здесь можно, в принципе, по большому счету, при работающей системе что-то запускать. Понятное дело, что желательно лучше. Идеальные условия, но если ты работаешь в одной базе данных со всеми остальными, то... Вот у нас вот этот кусочек идет. А ты, кстати, пробовал, например, если у нас есть какой-то процесс внешний, не Axapta, но который использует Axapta, то ли он ее вызывает через сервисы, то ли он ее вызывает ее через бизнес-коннектор. Если запустить этот парсер, он словит код, который отрабатывает в Axapta. Не пробовал. Должен, а что, какая разница, сессия, как обычная сессия. Просто с каким-то... Даже очень часто возникает задача понять, что запускает внутри Axapta то приложение, непонятно. И по идее, если... Например, кислород перекрой, она тебе сама расскажет, что ему не хватает. Ну, она скажет, что типа ему что-то не хватает, а мне надо конкретно, что она запускает. Так, Нет такой информации. Я не пробовал. Ну, по идее, если он отслеживает процессы все, то... Вот это, насколько я понимаю, все, что есть в код профайлере. Ну да, сейчас это можно говорить все, что я понимаю, это был единственный инструмент в течение длительного промежутка времени. Ну да. Поэтому Я представляю переход. Я представляю переход на Trace Parser. Довольно поудобнее инструмент. Скачу 3, там можно все смотреть. Ну можно. Другое дело, что для того, что, допустим, я не знаю, ты импортируешь чего-то, которое часами импортируется или хотя бы так. И Trace Parser у тебя, во-первых, место он занимает миллион внутри базы данных.
Соответственно, ты, когда начинаешь что-то бэкапить, это опять же ты эти же строки бэкапишь. Во-вторых, он работает в двух потоках, клиентском и серверном. Когда ты закончил трейсить, нажал стоп, оно у тебя формируется еще там, не знаю, в зависимости от задачи, может быть пару часов. А по сравнению с трейс-парсером, ну просто необратимо. Так, сейчас бы еще словить. И сейчас еще быстренько просмотрим. Происходила вещь, которая возникла реальная задача, которая возникла на проекте. Это на данный момент при функционале purchase ордеров, заказов на продажу, у нас есть такая интересная вещь. Если в ордере есть очень много строк, и клиент пытается изменить одну из них, какие-то данные в ней поменять, то внутренняя логика делает так, что она обновляет налоги для абсолютно всех строк. Я бы немножко по-другому сказал, она обновляет итоги для всех строк, а частью из итогов является налоги. Другое дело, это один из самых тяжелых процессов, насколько мы это это второй вопрос. Другое дело, что ты изменяешь на единичку количество или меняешь, там, не знаю, ожидаемую дату прибытия, да? А у тебя погнало, для всего заказа рассчитываются итоги. Да. И вот с помощью этого мы смогли отследить. Конечно, здесь вызывается очень много внутренних вещей, и отследить было довольно... там на одном процессе, конечно, оно все складывается, и видно, где что происходит. Я думаю, было бы сложно без трейс-парсера все это отследить. И вот просто вот так или можно отследить здесь самый тяжелый процесс, это у нас был. Если по inclusive, вот эти апдейты перчлайнов, они были. Вот этот do-update, наверное, был основной, который очень сильно тормозил систему. И с помощью этого смогли отследить, где были проблемы. К сожалению, стандарты мы не меняем, только просим, чтобы поменяли. Поэтому было с чем обратиться в саппорт. В принципе, все. Все так, все. Вопросы есть? Вопросы есть? Вижу на трейс-парсере. Смотрите. Ты уж извини, пожалуйста, это надо было в прошлый 14. Хотя можно через 3 недели. Нет, пока. Потому что нет, очень разные продукты, история развития этих продуктов, она, как это сказать, они шли параллельно, но специалистов, которые знают и один, и другой продукт, одновременно достаточно мало. Соответственно, что сказать? Наверное, есть какие-то инструменты. По идее, в большинстве случаев, зачастую нужен такой инструмент, поэтому насколько я вижу, должен быть подобный инструмент для всего. Должен быть, есть это понятно. Я даже не как люди справляются. Сейчас у нас будет перерыв, мы узнаем, что. Ну да, у нас тут 2 шага. Да, это у нас. Все, если вопросов больше нет, всем спасибо. Спасибо большое. Ссылки. Давайте еще по ссылочкам немного расскажу. Здесь хоть немного устаревшая информация про 2009 трейс-парсер, но там много всего интересного было. То есть он был доступен еще в 9? Да. Есть вещи. Вот я упоминал про то, что нежелательно на холодной системе, потому что будут неточные результаты. Вот, в принципе, там есть в этом блоге все best practices, как использовать трейс-парсер,
которые применимы для 2012 трейс-парсера. Оттуда можно многое почерпнуть. Документация довольно объемная по трейс-парсеру, майкрософтовская. И человек рассмотрел примеры. Много примеров и с запросами, и с клиентской частью. Тоже можно просмотреть. Он брал неоптимизированную часть и как-то ее преобразовывал и показывал, как в трейс-парсере это все отследить. Вот, точно все. Вопросы прошли.